Сегодня у нас будет необычное мероприятие. Мы поедем снимать нашего друга Костю, как он будет дрифтовать. Ему подарили сертификат или там что-то на дрифт. Короче, я слабо понимаю, но он будет на машине дрифтовать. И поснимаем. Я такого никогда не снимал, будет очень интересно. Так, что с тобой берем по технике? Берем Red, Easy-Rig, Segway и там лежит дрон. Ира берет фотоаппарат. Будет фоточки делать. Есть такая панорама на Ростов-на-Дону. Ничего себе. Да, и панорама неплохая. И обратите внимание, это наш стадион FIFA. Здесь проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. И мы с Ирой ходили на этот стадион, на матч Саудовская Аравия, Уругвай. Куда нам до Мерседеса, да, вообще? Вообще. Сейчас. Ты должен был опустить стекло пафосно. Да. Ты что, да. Чего вот это вот дверь открыл? Always young and brave since. Окей. Алена! Давай танцевать. Демоплие, да? Они сейчас будут догонялочки играть, походу. А Илья везде себе стульчик найдет. Удобно ли вам, барин? Неплохо. Круг без дрифта. Поснимали неплохо, но я бы не поехал. Страшно очень. Че, трус, что ли? Да. На тебе, на тебе, на. А, Алена, можешь пощечину ему залепить? И Оскар goes to... Ну как, Костя, молодец? Ну, если брать среднестатистических людей, то выше середины. То есть он с программой сегодня справился. То есть он сегодня даже перекладывался. Что такое перекладывался? Ну, когда мы в дрифте из одной стороны поехали в другую. Ага. Да? Ну, то есть это не сразу приходит. То есть
Сначала овал, круги и перекладку мы затащили, он молодец. Молодец, Костя. Но нога у него слишком тяжелая. Вся проблема сегодня была в том, что он слишком много давил газа, машину часто углила, много было дыма, но его разворачивало. Ага. У вас же реально есть шанс, что мы все-таки это смонтируем. Это же все во влог пойдет. Когда очередь пойдет до этого влога, мы по-любому будем это монтировать. Куда собираемся мы с Пятачком? Черногория? Нет, к сожалению, в деревню. Ну, это почти как Черногория, только там холодно и серо. Да, на самых минималках. Дима взял буфич. На, Дима. А почему ты взял только 2? А больше нет? А все остальное... Смотрите, какую я себе штуку установил. Это держалка для телефона и еще и беспроводная зарядка. А вообще мы всей дружной компанией едем в деревню, потому что у моего папы день рождения. Ему исполняется хренелион лет. Да. У моего деда еще сегодня день рождения. У твоего деда? Да. А сколько ему лет Не исполняется? знаю. А сколько твоему папе исполняется? 72? 71. 71. Кажется, моему 71, деду да. тоже. Они ровесники. Ровесники, да? Ровесники. Слушай, а где твой живет? Должанской? На Должанской, да. Странно, вот это совпадение. Вот это совпало. Ладно, погнали. Привет. Детска за привет, детска, я скучал. Ой-ой-ой. А я не успел им делать под диванчиком лесенку. Только начал делать, а вы уже тут как тут. Бабушка, бабушка, скажи привет. Здорово. Привет. Ты чё раздета выскочила? Тебя сразу ждут ехать за тортом. Так, дубль не знаю какой, я пытаюсь вскрыть шампанское. Сегодня будем пить за Гришин день рождения, потому что папин завтра, а сегодня у Гриши. Отлично. Ну что такое, опять не получилось? Что вы с ними делаете? Ничего, абсолютно. В прошлый раз то же самое было. Главное, стояла в холодочке. В прошлый раз она до потолка. Я поняла, они хотят, чтобы ты разбил потолок и сделал ремонт в доме. Хитро. Только хотим поменять вот эту люстру. Мы поняли. Намек понят. Можно просто сказать. Так, ну что, Гриша, с днем рождения тебя. Ура! С днем рождения, bad guy. Да. Ира, что мы сегодня будем есть? Мои слезы. Твои слезы. Да. Ира готовит манты и режет лук. Пишите в комментариях, вы любите лук или нет? Вот Маша лук не любит. Ну а мы сейчас поедем на море, потому что папа уже здесь живет почти полгода, а до сих пор не был на мысу Косы и не видел всей этой красоты. Пошлите посмотрим. А сколько? С октября. 3 месяца, по-моему. В смысле? Месяца. Давай. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. 5. 5 месяц уже. Полгода. И до сих пор не был на косе, вы представляете? Надо срочно это исправлять. Мы папе на день рождения подарили iPhone. И он теперь фотографирует, разбирается. Фотографирует, осваивает. А тут прилив. Косы нет. Сейчас видите прилив, а вообще вот здесь мы снимали пиратов. То есть здесь вот такая большая коса и вот туда вот уходит. Как же мне нравятся пляжи эти из ракушки. Да, конечно, такая погода, сейчас прохладная. И ветер с моря прям такой. Поэтому долго не погуляешь. Ну, конечно, прикольное место. Жалко, что сейчас прилив. Дин, не торопись только. Маш, тебе не страшно такая высота? Ужасно. Вдруг сорвут. Так, смотрите, торт до праздника не дожил. Помните эту машину? Небольшая неприятность с ней случилась. В связи с тем, что на ней никто не ездит, она здесь просто стоит, а погода достаточно влажная, колодки присохли, прикисли. Сейчас поднимаем машину и сдергиваем колеса. 2 колеса уже поправили, передних. Спасибо ВД-40. Как хорошо, когда у тебя есть младший товарищ, который
может крутить гайки, да, Димон? Да. Все, колодки надорвали, машину покатали туда-сюда. Все нормально. Фух. Механики. Да ты просто вообще Механик главный. бог механики. Так, все, а сегодня, 5 февраля, сели праздновать папин день рождения. И давайте посмотрим, что будет с шампанским сегодня. Новая Зеландия. Они там такие одни из самых это. А, да, наконец-то я сделал это. С третьей попытки, да. Новый год, Гришин день рождения. И только сегодня у меня получилось. Чтобы еще столько прожить с тобой в здравии. Поздравляем, папа! Ура! Пришло время ставить лапки. Сегодня лапку будет ставить именинник. Сейчас мы подготовим для него, узнаем, какая лапка будет, а он поможет Джею, уже выяснили, что будет Джей сегодня, поможет Джею ее реализовать. Так, сегодня будет Джея зеленая передняя левая лапа. Достаточно удобная лапа, папе будет легко. Попытаюсь. Понимаем. О, поздравляю! Интересно, что делают? Что это такое? Обучение идет. Обучение. Ага. Так вот постоянно теперь будем валяться каждый. Попались. Ну, на самом деле, в какой-то степени резиновые коврики для такой говняной зимы все-таки практичнее, потому что за этими ковриками требуется больше ухода. Резиновый сполоснул и все. Но, с другой стороны, сейчас я его почищу, намою и сяду вообще и такой, о, да, это приятно. Разбираем вторсырье, которое родители произвели за последнее время. И такой прикол был, они говорили, что нет, мы пластиковых бутылок почти не производим. А вот здесь вот почти все пластиковые бутылки в этом пакете. Молодцы вообще. Единственное, что вот эти вот Ролтоны, они очень в полистироле. Во-первых, это очень вредная упаковка, во-вторых, очень плохо перерабатываемая. Вообще у меня сейчас главный страх, это когда куда-то едешь, забыть повдомайзер. Потому что придется возвращаться его забирать. Вещь, конечно, уникальная. И так быстро ее не повторишь, не сделаешь. Все, здесь у нас повдомайзер, краски. Все взяли. Пока, мам, пока. Все здесь? Да. Собаки здесь? Ну тогда поехали домой. Пока, Должанская. До новых встреч. Все, добрались, пообедали вкусной пиццей. И, кажется, мы нащупали квартиру. Ира сейчас договаривается на вторник, то есть послезавтра, чтобы я слетал в Питер и посмотрел квартиру. Квартира нам понравилась по фотографиям, и нас пускают туда с собаками на 7 месяцев, до 1 октября. Потому что никто до этого не хотел. Лестница единственное, что. Видите, квартира прикольная, она наполненная такая, то есть будет хорошо смотреться на видео. Мансардный этаж. Ух, Питер. Квартира освобождается 28 февраля, то есть с 1 марта мы можем туда заехать. Все, купил билеты, завтра еду, точнее лечу в Санкт-Петербург и буду смотреть квартиру, 200 квадратных метров, 5 комнат, двухуровневая квартира на станции метро. Садовая, Сенная, да. Да, Садовая, Сенная. То есть туда вот ближе к Новой Голландии, к Пышечной, к Юсуповскому парку. Тоже место хорошее. К Мариинскому театру. И к Мариинке, да, рядом? Да, там метров 500, что ли. Круто. Будем, значит, сходить в театр. Все, 7 утра, а я уже иду в лифт и лечу в Питер. Еду на машине, на своей машине, оставлю ее на парковке. Потом прилечу и также на машине поеду домой. Возможно, на кошеринге было бы дешевле, но что-то лень идти кошеринг искать. Все, я в Питере, наушники не снимаю, потому что, честно говоря, прохладненько. Уши мерзнут, вроде бы тут минус пару градусов, ну что-то холодное пару градусов. Все, добрался я до места. У меня еще время есть, полчаса где-то. Сейчас похожу по округе, посмотрю, что здесь
есть, что здесь происходит. Но уже видно, что да, как-то снег, короче, не убрали до сих пор. Эта квартира находится немного в другом месте, на канале Грибоедова. Это получается другая часть немного города, станция метро Садовая, Сенная площадь. Вот туда, короче, ближе к Новой Голландии, того места, где мы раньше жили. Ну, тоже место кайфовое. Канал Грибоедова — это Ирин любимый канал. Она говорит, что здесь самая красивая вода. Ну, а снег обычный. Какая-то Мариинский театр. И он вообще очень близко. Я буквально от дома дошел за 5 минут, наверное. В общем, район нормальный. Наверное, там на Чернышевского мне больше нравится. Но это возможно потому, что я там уже 4 месяца в том году прожил. Он мне как родной. И так, в принципе, хороший район. Все есть, магазина только нет. Там была хотя бы азбука вкуса, а здесь вообще только Дикси один и все. Ну ладно, доставки для этого есть. О, надо проверить, доставлять сюда Макдональдс. Так, ну все, Макдональдс можно заказать. Значит все четко. И Пиццу Хат тоже. Значит, можно жить, значит, все четко. Так, что-то я так засмотрелся на квартиру, что вам ничего не снял даже. Но пара фоточек у меня есть, Ире отправлял. Вот, посмотрите. А квартиру я снял с 4 марта этого года. Мы будем в ней жить до самого октября. То есть всю весну, лето и часть осени. Кайф. Квартира офигенная. Мне очень понравилось. И состояние отличное. И место хорошее. В общем, все кайф. Все супер. Так что ждите большой рум-тур через 3 недельки. Так, ну а теперь режим поиска пышек включен. Чувствую, что пышки где-то там. Пышечная. Ну а я не могу отказать себе в удовольствии пойти на улицу Рылеева, где мы жили летом прошлым. Посмотреть, как там мой домик поживает. И заодно зайду в азбуку вкуса и куплю Ире сладкий подарок из Питера с любовью. Я решил с Невского сойти, тут шумновато. Пойду по Фонтанке. Хотя там тоже шумновато. Вот не кайф, там сейчас Газель X6 протаранила, бедолага. Ой-ой-ой. Внимательно надо быть на дорогах. А вот в этом доме на Маховой снимался художественный фильм «Собачье сердце». Там вот даже памятник стоит. У нас «Собачье сердце» ходит в обязательную программу по литературе. То есть мы его, наверное, в 10 классе, может быть, читаем, кино смотрим. Я ничего не понял. Но в прошлом году, когда мы готовились снимать наш календарь, один из образов был Дин и Джей в роли профессора Преображенского и Шарикова. И я посмотрел фильм заново. Господи, я так хохотал. Это настолько гениальная вещь. Ну, конечно, в 10 классе такие сложные вещи давать, ну, это минимум глупо. Но вещь абсолютно гениальная. Если не хотите читать, то хотя бы посмотрите кино. Великолепно. Ну вот я и пришел в нашу тихую гавань. Узнаете? Преображенский собор. Вот здесь мы гуляли с собаками. Офигеть, сколько снега, конечно. Но вот там наш домик, где мы провели чудесные 4 летних месяца прошлого года. И совершили огромную глупость, когда уехали отсюда. Поехали в Сочи за теплом. Ну, дальше вы все знаете, вы уже смотрели эти влоги. В общем, надо было оставаться, конечно, надо было оставаться здесь. Ну, потерпели бы эти пару месяцев зимы. И сейчас какой-то другой человек сидит на моем кресле возле моего камина и работает в моем кабинете. Как вот ему не стыдно, а? Да знаете, в Ростове тоже не тепло. И дождь еще идет. Не пойму, сюда на парковку только белые машины, что ли, пускают? Моя даже выделяется на их фоне очень сильно. Так, сейчас посмотрим, сколько малышка тут настояла денег. По идее, часов 10, наверное, она стояла. Сейчас посмотрим, сколько за парковку. Как на сайте и говорилось, 1200 рублей в сутки.
Ну, нормально, жить можно. Скучали, пацаны? Я не очень, я работал. Ты работал, да я видел твои фоточки. Да, красивые. Красивый. Показываем всем. Да. Сейчас будут фоточки Джейки. Проверяй, пацаны. А нам скажи, привез? Нет, вам не привез, пацаны. Нам не привез. Вы, кажется, знают. Новые наушники. Вот это хорошо! Пацаны, там шоколад, вам это нельзя. Нельзя сказать. Ничего себе! Там еще и по мелочи. И по мелочи. Ого! Пап, скажи, мамочка, мне кажется, плеснет. Ну, я вот эти вот себе купил трюфеля. Какие-то новые, что ли, да? Эй, привет! Сегодня у Дина специфическая тренировка. Водная беговая дорожка. Очень полезна для такс и вообще для всех собак. Особенно для таких пожилых, как Дин. Мне кажется, Диночку топить собрались. Лишь бы меня не топили. Тёлт. Динусь, что там происходит? Водица набирается, да? И деться некуда. Вот это да. Страсти какие-то. Молодец, молодец, сладкий, давай. Идем. Дин, давай. Выпустите меня из этой тюрьмы. Ой, скажи, наконец-то. На, малыш, молодец, сладкий. Так, что, таксы позанимались, теперь мы на тренировку. Да. Знаете, что мы с собой взяли? Трехосевой стабик, а сейчас еще возьмем с собой Диму, и он будет снимать, как мы качаемся. В общем, пока эта история, конечно, больше не про тренировку, а про преодоление себя.
Так, смотрите, мы прикупили еще 8 волшебных коробочек из Икеи. И еще 4, по-моему, у нас есть дома, да? Ну, должно хватить. И теперь мы едем в аэропорт, потому что сегодня прилетает мое вино и будимская колбасица. Ну и Люба привозит их. Вроде прилететь уже должна была, идем. Блин, или колбасу я не купила вчера. Почему? Ну потому что мы не успели. Ты что, шутишь сейчас? Нет, правда. Если такса узнает, что ты не привезла колбасицы. Смотрите, кого привели вам. Привет! Привет! Тетя Люба сказала. Привет, Это я, ты? да, это я. Это ты? Я вернулась, да, я вернулась. Я, по-моему, крышки хочет, Ира. Мама, я сейчас взорвусь. Привет, Димочка, а ты-то хоть, ой, привет. О, Господи, скажи, что вы меня не предупредили-то. Я просил сегодня этих гостей. Иди ко мне. Признавайся, где картонный Джей? Картонный Джей очень не хотел возвращаться. Пришлось его силой возвращать. Картонный. Я тебя не отпускал никуда, между прочим. Какой? Как настоящий Джей почти. Джей, смотри. Картонный вернулся. Ты по нему что-то не очень скучал, похоже, да? Я не пойму, мы что, в Черногории? Посмотрите. ABC. Будимская колбасица. А в холодильнике еще и вино стоит. Черногорские продукты и наш хлебушек черный. Что может быть лучше? Это мой рай. Это я сделала. Джей, ты тетю Любу любишь, да? Я сзади, отстань. У тебя спа, массаж. Да. Вообще вы заметили, что ролики на канале основном выходят довольно редко. Во-первых, все потому, что мы отказались от концепции так называемых филлеров. Это уже больше года назад произошло. То есть мы теперь снимаем каждый ролик как последний. То есть если нам нечего сказать, то мы этот ролик не снимаем. Мы каждый ролик снимаем на максимум, чтобы каждый ролик был крутой. А вот сейчас мы работаем над особенным роликом. Такие бывают, я не знаю, раз в полгода, наверное. И поэтому, наверное, работа еще больше времени займет. Вот, посмотрите. Вы думаете, это так просто наклеить Диме усы? Это нифига не просто. А заставить Любу проговорить какую-то фразу? А заставить Любу вернуться в Черногорию из Черногории ради съемок. Все бросила. Чего? Море, солнце. Вы слышали, что она несет? Плантаже. То есть, понимаете, теперь типа мы виноваты, Ага. да? Она придумала эту отмазку. Вообще. Себе. Рокировочка. Как вы поняли, я наконец-то исполняю свою давнюю мечту и снимаю зомби-фильм. Я вообще обожаю фильмы про зомби и мечтал снять ролик про зомби вот все 5 лет, то, что мы снимаем ролики на YouTube. И наконец-то мечты сбываются. Почему мы вчера не сделали? Потому что мы пили, начали с временем. Ну, короче, с первого раза не очень получилось. Слишком много красного добавили. И какой-то темный зомби получился. Меня, короче, выгнали. Сказали, что еще одни руки лишние. Я не пойму, по-моему, дядя Дима чем-то болеет. Надеюсь, это не зомби-вирус. Дядя Дима, это омикрон? Угу. Это новый штамм. Омикрон версии 3.0. Люба, боишься его? Да. Ниже. Вот это. Вот это максимум. Да, и вот чуть-чуть еще таз вперед. Вот так, да. Даже вот еще так. чуть ниже, да. Вот, да. Вот это вот идеально. Это максимум. Глаз не видать. Люба, мы тебя любили. Как выглядит наша квартира, когда мы снимаем крупномасштабный ролик? Вы еще спрашиваете, а зачем нам квартиры по 200 метров, да? Чтобы весь хламчик сбрасывать в одну комнату. Ну да, в одну комнату весь хлам сбросил, и как будто бы в квартире нормально. Дима, что ты делаешь?
Может бардак, чтобы вам еще веселее тут жил. Это слишком чисто дома. Понятно. Увидимся с вами через час. У меня телефон с Touch ID по отпечатку пальцев, а у Иры с Face ID. И моя внешность туда занесена. Давайте проверим, узнает ли меня iPhone. Да, узнал. Вот это технология. Ну все, закончили снимать меня зомби. Это мои мозги. Это я полз там. Я иду купаться. И наконец-то снимать эти линзы. Я, мне кажется, уже не вижу ничего вообще. А все ради того, что он хотел избавиться из этого ковра. Да, от меня- этого ковра. Так сильно тебе ковер не нравился? Ненавижу ковры.